Ну что, друзья, нечем было заняться на праздниках новогодних. Вот снял втулку заднего стабилизатора, две втулки снял. Диаметр 19, втулка заднего стабилизатора Mitsubishi Outlander 2017 год. Значит что, заскрипели они у меня. Скрипит не из-за того, что она изношена. Если втулка изношена, то она стучит. А из-за того, что мне так кажется, это лично мое мнение, опять же говорю, что у меня машина стоит в теплом гараже, и езжу я редко. И вот из-за этого перепада температур вот происходит там трение такое. Поэтому снял сам посмотреть. До дилера ехать мне далеко, 250 километров в одну сторону. И вот смотрите, если не знаю, видно вам, на рабочей поверхности есть там небольшие какие-то частицы, остатки вот этого трения. Вот видите, на белом. Сейчас если вот так поделать, вот они высыпаются. То есть это резина. Резина, которая трется об стабилизатор, вот она такими комочками небольшими становится, как пыль такая резиновая. Сейчас, значит, что сделаю? Возьму хозяйственным мылом и вот эту рабочую поверхность натру прямо хорошо. И сам стабилизатор потру, и вот эти резинки. Почему мылом? Потому что если применять там силиконовую смазку или там вот такую вот смазку, то смазка остается где-то там, не высыхает полностью. И когда едешь, то пыль даже зимой она будет на эту смазку садиться. И вот эта пыль потом будет работать как абразив. Так и делал раньше. И мылом, можно вот обыкновенной свечкой также натереть. Уйдет этот скрип. Я сейчас сделаю так. Потом поеду, когда на ТО. Не просто ехать для того, чтобы вот с этой проблемой, а когда уже на ТО поеду и эту проблему им озвучу. И посмотрим, что мне они предложат вот именно по этим втулкам. Вот так вот выглядит задний стабилизатор. Вот здесь вот находится втулка резиновая. И как видите, на стабилизаторе выработки нет практически. То есть вся краска на стабилизаторе одинаковая. Вот по краям немножко есть следы от втулки. Но уверяю вас, это практически ничего по сравнению с тем, что я видел и что будет здесь. Где-то года через 3-4 здесь будет зеркало вот в этом месте соприкосновения с резиновой втулкой. Вот. И втулку придется чаще менять, потому что плотность соединения будет уже меньше. И поставлю аккуратно назад, так что дилер даже ничего не увидит, даже если захочет увидеть. А потом уже, пока машина на гарантии, я обязательно поменяю эти втулки.